О мой бог, чуваки, это реально Пеле в eFootball 2026. В начале лета проскочили такие слухи после того, как его упоминание появилось в файлах игры. Южноамериканские комментаторы записали пару-тройку реплик с упоминанием футболиста, но учитывая, что в игре присутствует и без того немало количества упоминания прочих легенд, которых мы так и не увидели и скорее всего не увидим, новости о возможном появлении бразильца вызывали лишь скепсис. Но сегодня, за день до обнуления фазы в игре, до того, как нам дадут покрутить пак с бигтаймовскими игроками, Konami в своих соцсетях лаконично объявили о том, что Пеле теперь часть серии eFootball. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Если вы смотрели предыдущие ролики на нашем канале, то наверняка помните, как вкратце я упоминал, что Марадона потихоньку исчез из игры и успел присоединиться к FK25, и получается, что мы наблюдаем этакий размен. Марадона уходит к электроникам, в то время как Пеле переходит к Konami. Я не думаю, что эти две вещи как-то напрямую связаны, просто получается интересное совпадение, ни больше, ни меньше, но ситуация как минимум действительно забавная. Но факт остается фактом, бразилец появится в eFootball 2026. Лишний раз подтверждаются наши слова о том, что июль крайне важный месяц для Konami и для eFootball. Мы уже постепенно это наблюдаем, вот в виде таких вот анонсов, которые происходят еще до ранее заявленных анонсов и в целом новостей, которые Konami обещали рассказать, и это не может не радовать. Ну и конечно же ключевая тема этого ролика — потенциальное, а уже скорее даже предстоящее появление Пеле. Каким же он будет? Мы привыкли говорить о Пеле и Марадоне в связке, потому что это двое легендарных футболистов из Южной Америки, которые получили свои золотые мячи, которые выигрывали на чемпионатах мира, но я полагаю, что все-таки чуть больше взрослых поклонников футбола, зрителей футбола все-таки так или иначе, но могли застать игру Марадоны, будучи детьми, ну или на крайний случай подростками. Тогда как Пеле — это игрок совсем уж древнего поколения, когда футбол был совсем другим. Отсюда и интересно, какие же именно цифры Konami ему накинут. Поскольку в нынешних реалиях среди нынешних эпических игроков eFootball его игру будет достаточно сложно оценить как-то, вот знаете, наравне. Очевидно, что Пеле личность легендарная, но как бы в нынешних реалиях фиг его знает, как бы он сориентировался. Во всяком случае, у меня есть такое представление, поскольку сам по себе Пеле не был высокого роста, очевидно, что это будет центральный нападающий, ну или на крайний случай оттянутый нападающий, если верить тому же самому трансфермаркту, который будет, наверное, чувствоваться на манер того же самого Ромарио, то есть невысокий, но достаточно техничный дриблер, у которого, естественно, будет высокое умение атаковать, реализация и, что не менее важно, высокий баланс тела. Учитывая, что Пеле был известен всем, хотя бы по нарезкам, как игрок, который обводил, который как-то вот умудрялся избегать подножек соперников, очевидно, баланс у него должен быть очень высокий, чего, наверное, не скажешь про устойчивость, потому что точно так же, как он избегал множества подножек, также нередко его по ногам и били. Поэтому в моем представлении Пеле должен выглядеть вот примерно следующим образом. Это высокая скорость с ускорением, это может быть не самые такие бирюзовые, но приближающиеся к бирюзовым значениям цифры дриблинга, контроля и прочего взаимодействия с мячом. Это не менее высокие умения атаковать и реализация, слабоватые пасы, потому что, очевидно, это нападающий, а нападающим пасы крайне редко рисуют хорошими. А вот касаемо подкрутки и исполнения стандартов, тут уже сказать на самом деле трудно, поскольку дальние удары в дальние углы были не так распространены, как это происходит сейчас. Раньше били прямолинейно, и такие футболисты, как
как Пеле лишний раз старались буквально забежать с мячом в ворота, поэтому касаемо подкрутки, тут уже предсказать очень даже тяжело. Ну а как думаете вы, дорогие друзья, какими именно будут цифры у Пеле, как по вашему мнению будет чувствоваться его моделька, на кого именно из ныне присутствующих игроков он может быть похож? Поддержите это видео своими большими пальцами вверх, также подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые, ну и услышимся уже завтра, поскольку уже завтра стартует день бигтаймов. Всем удачи и до скорых встреч!